Самый черный сценарий – удар по крупнейшему месторождению в мире, но худшее впереди, и подготовка уже началась. Раскол в верхах известного путиниста наказали за его рвение. Нелегитимный президент и военный преступник, российский пропагандист ополчился на Путина и предрек скорую смену режима. Последнее путешествие известного ютубера, расхитителя сокровищ, передадут в руки правосудия. Разглашение военной тайны в прямом эфире. Главный силовик подставил диктатора, и не только в глазах собственного народа, но и перед могущественными хозяевами. Стопроцентная диктатура? Нет. Выборы в Северной Корее дали неожиданный результат. Война США против Ирана. Как ее в своих интересах использует Китай? Сара Коннор это предсказывала. Восстание машин началось. Об этих и других событиях к утру четверга, 19 марта. Коротко о главном. Новости Нехта. Факты, скорость и ясность. Ядерный инцидент на Ближнем Востоке? Такой сценарий развития конфликта рассматривает Всемирная организация здравоохранения. Как пишет Политика, ВОЗ отслеживает удары по иранским ядерным объектам и повышает готовность к угрозам радиации. Сотрудники обновляют инструкции на случай ядерного инцидента, включая рекомендации по мерам защиты населения. Потенциальные последствия могут затронуть не только регион, но и весь мир. США также обеспокоены возможностью применения ядерного оружия в конфликте. Советник Трампа по вопросам искусственного интеллекта Дэвид Сакс заявил о возможной эскалации со стороны Израиля. Однако Трамп отверг эти опасения, заявив, что Израиль на такое не пойдет. Но ядерный инцидент может быть результатом не только непосредственного применения соответствующего оружия, но и следствием других атак. В июне прошлого года США и Израиль нанесли удары по иранским ядерным объектам, а накануне был произведен первый удар по району АЭС Бушер. Тем временем у Израиля появился союзник в борьбе с режимом Аятолл. Это народ Ирана. Именно благодаря жителям страны стали возможны последние удары по лидерам Исламской Республики. Убийство Лариджани стало возможным благодаря ценной разведывательной информации, полученной израильскими спецслужбами от жителей Тегерана. Министерство разведки Ирана в некотором смысле подтвердило эти слова. После ликвидации главы Совбеза Али Лариджани, своего шефа Исмаила Хатиба и ряда других режимных шишек, ведомство вдруг отчиталось о новой волне репрессий против собственного народа. Там заявили о задержании 111 человек, которые якобы связаны с монархическими ячейками в 26 провинциях страны. США и Израиль нанесли удары по крупнейшему газовому месторождению Ирана Южный Парс. Удары также затронули нефтяные и нефтехимические объекты в Асалуе. Южный Парс Иран делит с Катаром. Это крупнейшее газовое месторождение в мире. Оно играет важную роль в региональной энергетике. Корпус Стражей Исламской революции уже пообещал отомстить и анонсировал атаки по энергетическим объектам в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Пока традиционные западные союзники не спешат помогать Соединенным Штатам в войне против Ирана, Вашингтон нашел потенциального коалицианта поближе. По данным Reuters, Белый дом предложил Сирии отправить войска в Ливан и поддержать операцию Израиля против Хезболлы. Официальных подтверждений этому нет, но, как пишет агентство, переговоры идут, а ставки растут. Дамаск пока притормаживает. Сирия боится удара со стороны Ирана и внутренней нестабильности, хотя сирийские войска уже стягиваются к границе, власти называют это оборонными мероприятиями. При этом Израиль расширяет операцию в Ливане, а из страны уже бежали более 1 миллиона человек. Параллельно США давят и на других игроков. Вашингтон предлагает курдам выбрать сторону либо с США и Израилем, либо с Ираном. Если это будет каждый день у каждой станции метро, наверное, наши граждане скажут: да пропади пропадом, это интернет. Известного путиниста наказали за рвение. Депутата Андрея Свинцова, который прославился в последние месяцы своей войной с мессенджерами и интернетом вообще, попросили положить партбилет на стол. Оказывается, все это время он был членом ЛДПР. Продолжатели дела Жириновского не хотят видеть его в своих рядах.
Решением Президиума Высшего Совета ЛДПР от 18 марта 2026 года депутат Свинцов А.Н. исключен из Либерально-демократической партии России в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений. Решение по данному вопросу было принято единогласно, без предварительных совещаний. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Почему-то вспомнился анекдот про проститутку, которую выгнали из борделя за разврат. Интересно, какая судьба ждет этого борца с интернетом? Делитесь прогнозами. Но это не все, пристегните ремни. Путина назвали нелегитимным и военным преступником. И сделал это не какой-нибудь недобитый иноагент из-за бугра. В крестовый поход против хозяина Кремля пошел известный провластный блогер Илья Ремесло. Путин боится окружать себя достойными соперниками, людьми, которые могут составить ему конкуренцию. Именно поэтому он потеряет власть. И случится это, скорее всего, в текущем году, в 2026 году. Персонаж, который годами писал доносы и работал с властью, теперь говорит: война тупик, цензура душит страну, а элиты живут в роскоши. Как думаете, блогер сам прозрел или Путина начали сливать? Делитесь мнениями. Но проблемы с соратниками не только у хозяина Кремля. Один из главных силовиков Лукашенко фактически подставил диктатора. Генерал Николай Карпенков, который со своим губопиком сыграл решающую роль в репрессиях 2020 и последующих годов, решил похвалиться успехами и выдал военную тайну. За прошлый год разминировано порядка 520 дронов, из них, получается, каждый третий он боевой. За прошлый год 12 человек награждены боевыми орденами и медалями. Получился парадокс. Вместо заверений о мирном небе фактическое признание. Страна живет под постоянной угрозой. Причем речь не о единичных инцидентах, как это пытается представить режим и лично Лукашенко. 520 дронов в год – это 10 дронов в неделю. И заложником этой ситуации сделал белорусов диктатор, помогающий Путину вести агрессию против соседей. Расхититель сокровищ отправится в страну, на территории которой совершал преступление. Суд в Варшаве одобрил выдачу россиянина Александра Бутягина Украине. Известного археолога, чьи лекции могли слышать многие в YouTube, обвиняют в разрушении объекта культурного наследия в оккупированном Крыму. Речь идет об ущербе на миллионы долларов. В Москве внимательно следят за ситуацией, но на этот раз путинские дипломаты не использовали свой привычный блатной жаргон, а тщательно подбирали слова. Речь идет о политическом процессе, у которого нет каких-либо правовых оснований. Решение польского суда промежуточное. На его обжалование есть неделя, и мы будем добиваться скорейшего возвращения Александра Бутягина на родину. Пока археолог остается под стражей в Польше. Его задержали в Варшаве в декабре, когда он был в очередном туре по Европе с лекциями. Бутягин много лет руководил раскопками в Керчи уже после аннексии и содействовал вывозу в Россию сотен золотых монет и других ценностей. Оценочная стоимость по тем временам этого клада была примерно $1 миллион. Хорошая цена. Решение об экстрадиции этого расхитителя гробниц польский суд принял в годовщину аннексии Крыма. Совпадение? Северная Корея умеет удивлять. Те, кто десятилетиями утверждает, что в стране правит тоталитарный режим, жестоко ошибались. Убедительнейшим образом этот факт продемонстрировали прошедшие выборы. Товарищ Ким Чен Ын не смог получить 100% поддержки. За потомственного диктатора проголосовали всего 99,93% избирателей. Целых 0,07% высказались против. Кроме того, оказалось, что незаменимых в КНДР нет. Более 70% членов так называемого парламента обновили. Правда, злые языки на Западе говорят, что так династия Кимов еще больше усилила контроль. На ключевые позиции взошли ближайшие люди Ким Чен Ына, включая его сестру. Вот только интересно, что будет с теми, кого убрали из высших органов, и с теми немногими смельчаками, кто проголосовал против товарища вождя.
Деньги были только на бомбы и снаряды. Обещанное восстановление захваченного Россией Мариуполя стопорится. Строители массово жалуются, зарплат не видят месяцами. На одних объектах не платят с декабря, а кое-где даже с октября. Как сообщают российские СМИ, не платят сразу несколько компаний. Но это не все, на что у страны-агрессора уже не хватает денег. Кое-где уже замахнулись на святое. В Иркутской области предложили значительно урезать выплаты семьям погибших и раненых участников так называемой СВО. Уважаемые коллеги, голосуем. Депутаты местного Заксобрания поддержали законопроект, по которому вместо 1 миллиона рублей родственникам погибших выплатят только 500 тысяч, а компенсации за ранения сократятся с 300-600 тысяч до 60-120. Колбаса или свобода – эта старая формула зазвучала по-новому. По-китайски это теперь звучит «газ в обмен на капитуляцию». Китай предложил Тайваню энергетическую безопасность, но с условием согласия на мирное воссоединение. Повод – кризис на Ближнем Востоке. Более трети газа остров получает через Ормузский пролив, который сейчас под угрозой. Мы готовы обеспечить тайваньским соотечественникам стабильную и надежную энергетическую и ресурсную безопасность, чтобы они могли жить лучше. Зависимость критическая. Газ дает больше половины электроэнергии Тайваня. Перебои – это удар по экономике и жизни людей. Власти острова пытаются срочно искать альтернативы, включая поставки из США. Но Пекин уже использует ситуацию как рычаг давления. Восстание машин, о котором нас так давно предупреждали фантасты, похоже, началось. И, конечно же, в штате, которым долгое время руководил исполнитель роли Терминатора. В Калифорнии сошел с ума робот-гуманоид. Инцидент произошел в местном ресторане. Машина в желтом фартуке с надписью «Я в порядке» перестала соответствовать этому лозунгу. Робот вдруг начал бить посуду и танцевать. Бунтаря пришлось успокаивать его коллегам из числа обычных людей. Как Кремль помогает Ирану бить по американцам и израильтянам? Куда собрались массово бежать россияне от бомбежек и блокировок интернета? Как Брюссель и Киев обставили друга Путина? Сколько человек погибло в результате нападения на базу США? И с кем Дональд Трамп затеял новый конфликт? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже вечером.